Если вы увлечены историями о мифических божествах и их невероятных способностях, то Шри-Ланка – это место, которое обязательно стоит посетить. На этом великолепном острове, расположенном к югу от индийского субконтинента, вы найдете не только захватывающий дух пейзажа и разнообразную культуру, но и удивительные архитектурные сооружения, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из таких мест является Сигирия, место, которое поражает своим масштабом и красотой. Это древнее чудо часто называют восьмым чудом света, и это неудивительно. Расположенный на вершине монолитной скалы, возвышающейся 350 метров, с видом на город Дамбула в районе Маталя. Тысячи туристов стекаются в этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО каждый день, восхищаясь его впечатляющей архитектурой и потрясающими видами. Истоки Сигирии восходят далеко за пределы времен царя Кассапа, который построил здесь свою крепость и дворцы в V веке нашей эры. Согласно местным легендам, это древнее место было домом для великого индуистского божества Раваны, который правил землей благодаря своей яростной силе и передовым технологиями. Исследуя территорию, окружающую Сигирию, можно найти следы человеческого жилья, относящиеся к периоду мезолита около 5000 лет назад, а также свидетельство того, что буддийские монахи использовали различные каменные убежища и пещеры в этом районе за последние несколько столетий до нашей эры. Традиционные археологи заставляют вас поверить, что это место было впервые использовано только во время правления царя Кассапа в V веке нашей эры. Но кем был Кассапа? Этот безжалостный король Шри-Ланки пришел к власти после убийства собственного отца и узурпации престола из-под власти своего брата, который был законным наследником. Неудивительно, что он опасался за свою жизнь и бежал в Сигирию, где построил крепость на вершине мегалитической скалы, думая, что она будет непроницаема для армии его брата. Несмотря на все его усилия, армия Кассапа в конце концов потерпела поражение, и вместо того, чтобы попасть в плен, он покончил с собой. После его смерти его брат Могаллана передал Сигирию буддийским монахам, где она оставалась монастырем до XIV века. А потом это место было заброшено и на века осталось необитаемым. Только когда майор британской армии Джонатан Форбс наткнулся на древние руины во время верховой езды, западный мир узнал о Сигирии. И когда различные западные археологические группы проводили небольшие раскопки в этом районе, они были в полном недоумении от того, что нашли. В Сигирии был один из наиболее хорошо сохранившихся образцов городского планирования, планировка которого демонстрировала методы и технологии, намного более продвинутые, чем то, что считалось возможным в то время. Симметричные и асимметричные аспекты города были намеренно использованы для работы с окружающей средой, а различные здания, найденные на этом месте, озадачили археологов, которые изо всех сил пытались понять их назначение. Там были цитадели, дворцы, дома и роскошные сады, причем одна часть участка напоминала ступенчатую пирамиду, подобную тем, что видели по всей Мезоамерике. Передовая инженерия Сигирии не останавливается на достигнутом. Парк на западной стороне города может похвастаться различными водоудерживающими сооружениями, в том числе сложной гидравлической системой, которая обеспечивала водой сады. Каналы, озера, плотины и водяные насосы были частью этого уникального проекта, что свидетельствует о тщательном планировании строительства этого участка. И даже сегодня некоторые из этих гидравлических систем по-прежнему обеспечивают водой этот район. Но, пожалуй, самым ошеломляющим аспектом Сигирии является тот факт, что строители использовали сырцовые кирпичи и огромные блоки белого мрамора, которые не были местными для этого района. Как они поднимали тонны тяжелых мраморных блоков на вершину монолитной скалы без каких-либо ступеней и расчищенной дорожки? А как насчет странных следов инструментов и глубоких круглых отверстий, просверленных в твердой породе примитивными инструментами? Этого достаточно, чтобы задаться вопросом, сверлили ли древние машины горную породу или даже расплавляли ее. Ученые предположили, что древние строители Сигирии обладали способностью манипулировать частотой камней, делая их мягкими и легкими для резки. И зачем им понадобилось столько камня? Вполне вероятно, что они соорудили невероятные черты города, в том числе впечатляющий резервуар, который никогда не высыхает даже в палящем зное Шри-Ланки. Это чудо инженерной мысли не только собирает воду путем просачивания, но и имеет дренажную систему, предотвращающую переполнение в сезон дождей.
Все эти инженерные чудеса порождают массу вопросов без ответов относительно строительства Сигирии. От различных необычных отметин на граните до огромного количества материала, необходимого для возведения многих сооружений. Все указывает на то, что перед нами куда более древнее место, возможно, даже то, что использовалось в допотопные времена. Может ли Сигирия быть остатками ныне утраченной древней цивилизации, погибшей в результате наводнения или стихийного бедствия? А может быть, это место высоко в небе использовалось как убежище во время наводнения? Местные жители в нее не только верят, но и ходят легенды, которые говорят о том, что это дело рук не только высокоразвитой цивилизации, но и того, кто спустился с небес. Многие исследователи предполагали, что из-за отсутствия древних ступеней, ведущих на вершину сооружения, у строителей могли быть антигравитационные технологии и даже летательные аппараты. Неудивительно, что легенды, окружающие город, утверждают, что он был построен группой божеств, спустившихся с неба. Возможно ли, что первоначальными строителями были асуры, могущественные сверхчеловеческие полубоги, описанные в индийских текстах? Различные другие местные легенды уверяют, что город Сигирия – это дворец Раваны, древнего бога-царя Шри-Ланки. Легенда также гласит, что огромное гранитное водохранилище было бассейном Раваны и что самые старые части этого места были также построены им. Согласно древним текстам, собранным в регионах Шри-Ланки и Индии, Равана родился необычным человеком, а его предки пришли с неба. Говорят, что Равана принадлежал к расе, известной как асуры. Многие считают, что эти рассказы не просто мифология, а древние исторические рассказы о потусторонних посетителях, пришедших на Землю. Возможно ли, что первыми строителями Сигирии были асуры? Строители, которые использовали передовые технологии, чтобы собрать все материалы, необходимые для строительства города. В индуистской мифологии мы можем найти многочисленные упоминания о виманах, самолетах, которые боги использовали для путешествий с небес на Землю и вокруг планеты. В одном из самых священных текстов Индии, Махабхарате, говорится о воздушных городах, принадлежавших асурам, той же расе богов, которой принадлежит Равана. Возможно ли, что асуры использовали виманы для строительства города Сигирия? Некоторые источники утверждают, что асуры были существами-гибридами, а самого Равану иногда называют богом рептилий в индуистской мифологии. Город Сигирия может содержать некоторые ответы, связанные с его истинной личностью. Заходя на территорию Сигирии, первым делом замечаешь две гигантские резные ноги, стоящие у главных ворот. Местные жители называют их львиными когтями, но у львов 4 больших когтя и 1 маленький. Но здесь мы видим всего 3 когтя, что наводит многих на мысль, что они на самом деле изображают какое-то рептильное существо. У большинства древних рептилий было 3 больших пальца на ногах, что мы и видим у входа в Сигирию. В некоторых древних текстах говорится, что Равана не был полностью человеком, человеком был только его отец. Ну а его мать принадлежала к совершенно другому виду и, возможно, была рептилией. Итак, когда родился Равана, говорят, что он принадлежал к гибридному виду. Некоторые даже предполагают связь между Раваной и великанами-нефилимами, упомянутыми в древних христианских и еврейских текстах. Хорошо известно, что Равана был не менее 10 футов в высоту. Еще одной особенностью, которой обладал Равана, была его способность становиться почти невидимой. Так что же все это значит? Может ли быть так, что Сигирия была построена древней цивилизацией с технологиями, превосходящими наши самые смелые мечты, возможно, даже с помощью асуров и виман? Или это дело рук гуманоидной расы рептилий, вроде предков Раваны? Возможно, мы никогда не узнаем наверняка, но одно можно сказать наверняка – тайны, окружающие Сигирию, столь же увлекательны, сколь и ошеломительны.